Также шить такой блок. Нам понадобится 2 цвета ткани, 8 квадратов одного цвета и 8 другого. Они у меня лежат попарно. Мы проводим линию от одного угла к другому, потом лицо к лицу складываем наши квадратики и прокладываем строчку. Это у нас будет центр. 0,7, допустим, миллиметров вы берете с одной стороны и с другой стороны. Прошиваем все это квадратики. Сделала 2 параллельных строчки. Может, вам видно будет. Теперь мы разрезаем их по начерченной линии и отутюживаем. Можно шов сделать в разутюжку, а можно загладить в одну сторону. И также мы должны все квадратики выровнять, чтобы они у нас были все одинаковые. Когда мы прошиваем, не забываем в начале строчки делать закрепку. В начале и в конце. Шов сделала на одну сторону, на зеленую. Теперь мы должны подровнять, срезать вот эти все ненужные хвостики. Я вам покажу несколько рисунков, что можно придумать из 16 вот таких квадратиков. Теперь блок делаю, какой мне нужно. Сюда в центр у меня идут уголки, как вертушка. Можно сделать вот такой блок, где от центра полоски они удлиняются. Я оставляю такой блок. Немножечко я поменяла. У меня длинненькие идут здесь. Видите? Из 2 квадратиков. Но для себя, если будете такой блок делать, зарисуйте, сделайте наброски. У меня получается 3 смотрят розовых наверх. Посмотрите. 3 здесь. У всех разное направление. Они одинаковые получаются. По 3. 3, 3, 3 и 3. Теперь мы сшиваем наши квадратики. Сшиваем мы попарно. Друг к дружке кладу. Здесь я буду прокладывать строчку, поэтому я фиксирую булавкой там, где я буду прошивать. Вот ближе булавка к шву, значит, я здесь прошиваю. И все вот так складываю, закалываю и все прошиваю. Почему я скалываю там, где я буду прошивать? Потому что взяли вы в руку, перевернули, прошили не там, где надо, все, рисунок у вас уже не получится. Заготовки я их не разбрасываю. Вот они. Первый ряд, второй, третий, четвертый. И по очередности я прошиваю первую полоску, вторую, третью. И также по очередности я их складываю, чтобы я потом могла соединить их вместе. Сшила попарно. Прежде чем сшивать эти половинки между собой и соединять эти полоски, я еще раз раскладываю и смотрю, правильно или нет. Вот они мои парные. Соединяю. Также фиксирую булавкой. И потом, когда мы сделаем вот такие ряды, желательно это все отгладить. Прошила полосочки. Они у меня вот на такой ниточке. Не запутаюсь. И теперь буду соединять. Шов у меня будет стык в замочек. Поэтому проутюживаю я одну полосочку в одну сторону направления, а эту в другую. И когда буду сшивать их вместе, обязательно, чтобы у нас вот эти швы, они совпадали. Но прежде чем их сшивать, вот вы сейчас отутюжите, обязательно выровняйте. Прошила и отгладила. Вот мой готовый блок. 27,5 на 27,5. У нас было с вами 16 квадратиков на 10. Я отрезала вот такую длинную полоску. Ширина 3 сантиметра. Буду прошивать по кругу. И 2 полоски я отрезала. Они у меня 5 сантиметров. Сшиваю между собой. И когда пришью эту полоску, уже буду ориентироваться. Будут у меня
квадратики или прямоугольники, так, чтобы не попасть в размер. Но прежде чем сшивать, у нас здесь не обработанное ничего. И в процессе работы носки это все будет бахромиться. Поэтому я беру ткань, у меня ситец, располагаем как нужно заготовочку, и уже к ткани мы будем пришивать все наши полоски. Нижнюю ткань я взяла немного больше моих размеров. Она у меня 60 на 43. И укладываем нашу заготовку. Вот посмотрите вариант. Вы можете положить так. Можно положить так. Выровняла середину. Блок зафиксировала булавками со всех сторон. А полоски я решила пришить не как всегда. По кругу я пришиваю. А сначала по вертикали, а потом пришью по горизонтали. У меня полоски 5 сантиметров, а маленькие я нарезала 6 сантиметров. И я ее не отглаживала. Вот когда я все сошью, и потом в одну сторону я это все проглажу. Теперь я их соединяю между собой. Пары сшиваю между собой. Видите, какая гирлянда, а потом соединяю их всех вместе. Вот готовый мой блок. Лишнее вот это я отрезаю. У меня больше нет зеленой. Я могла бы сюда добавить и сиреневый цвет, но тогда хочу сделать рюшки, надо было делать зеленым. У меня его нет, поэтому я остановилась на зеленом и выкроила 8 сантиметров. Вообще рюшки смотрятся, чем шире они, тем они интереснее. Лучше выкраивать 10-12 сантиметров. Они у меня получатся небольшие. Готовый блок у меня получился 50 на 40. Сделала оборки. И теперь мы определяемся, что у нас будет на задней стенке. Вы делаете или клапан, или вшиваете молнию. Если у вас очень густые такие сборки, то я вам советую сделать молнию где-нибудь на задней стенке. Прежде чем сшивать вместе с задней стенкой, мы должны с вами обметать один край и второй край. Если у вас будет располагаться молния, вы обметали, вшиваете молнию и потом прошиваете все остальное и также обметываете. Ну вот и все. Вот такая работа получилась. Обратная сторона чистенькая. И здесь она довольно-таки симпатичная. Вот на этом все. С вами была Валентина Никита. Пока-пока. Подписывайтесь. Также комментируйте. Ставьте лайки. И давайте советы. Счастливо, друзья!